Добрый день, друзья! Орхидеи не перестают удивлять, но не только удивлять, конечно, еще и радовать. Все орхидеи, которые стоят у меня сегодня на столе, были когда-то показаны на канале. Это и небольшой отчет, и небольшой рассказ, что же с ними происходит. Одни мы орхидеи вместе с вами пересадили, разделили. Просто показывала, когда они были куплены. Сейчас маленький рассказ, почти о каждой. Музыкальное сопровождение появилось само, когда я еще ставила цветы, прогонять не буду. Да и зачем? Вот, все, пошел в другое место. Пошел туда, где его будет лучше слышно. Да не надо тереться об камеру. Сёма, все, лежи и мурчи там. Давайте начнем вот с этого дендрофаленопсиса. Вот такие две чудесные детки у него растут. А должны были бы расти цветы, но растут детки. Постараюсь вам показать, когда буду отделять этих деток и сажать их отдельно от материнского растения. Мы с вами пересадили мильтония или мальтинеопсис. Хочу показать, что растет хорошо, росты пускают корни, но мильтонии сначала растят росты, потом наливают бульбы и только после этого цветут. Но ростики хорошо растут. Значит, посадка им понравилась. Зигопеталум, который я разделяла на два растения. И то, и другое растут хорошо, но вот тот, который был покрупнее и побольше, выпустил цветонос. Вот он, маленький цветонос пошел. Пока я вижу, что намечается два цветочка, но он только-только появился. Вот зигопеталумы растут по-другому. Они сначала выпускают цветонос, а после того, как отцветают, начинают наливать свои бульбы и выпускают новый молодой рост. Здесь мы ждем цветения. Венерин башмачок. Был приобретен в марте с одной розеткой цветущей. Была маленькая розеточка, вот она доросла, а вот это была розетка побольше. И вот он, долгожданный, в середине розетки цветок. Вот так у него начинает расти этот красивый башмачок. Дождемся цветения и посмотрим, как он зацветет. Что я делала с этим пафиопедилумом? Я его не пересадила. Показывала вам, когда он начал растить корни. Сказала, что ему нужно освещение немножко более рассеянное. Я его ставлю под листик фаленопсиса, где чуть меньше он получает света, чем фаленопсисы, которые более яркий свет любят. А поливаю я его. Беру горшочек, ставлю буквально на 15-20 секунд в емкость с водой. Вот так наливаю воды
Буквально на 15-20 секунд. Вся вода поднимается. Грунт у него очень влагоемкий, поэтому он моментально напитывается водой. Вынимаю, сливаю, ставлю в поддончик. Полную всегда до хруста, никогда не просушиваю. Им нужен более влажный грунт. Поэтому всегда немножко влажности есть. Как фаленопсиса, до хруста корней, никогда нет просушки. Могу еще, если вижу, что сверху грунт просох, сделать пару пшиков водичкой, то есть побрызгать немножко грунт, но немножко. Ну, вот так он отреагировал на весь мой уход. Ничего сложного в уходе нет. И еще он у меня находится в более прохладной комнате. Не любят башмачки очень высокой температуры воздуха. Там температура где-то 26-28 градусов. Но цветоносик пошел расти. И самый, конечно, удивительный у меня вот этот дендрофаленопсис. Во-первых, он расцвел, цветет. Я бы сказала, что даже дольше, чем везде пишут и везде говорят. Уже второй месяц он цветет. А обычно говорят, что месяца не больше. Второй месяц распустил все цветочки. Все прекрасно держатся. Немножко усыхают вот эти вот первые распустившиеся, потому что близко стоит к лампочке, лампочка теплая. Вот здесь есть маленькие крапинки усыхания. Но это от того, что нет другого места для него. Цветут они обычно из середины. Вот заканчивается рост всего этого псевдоклубня, и отсюда начинается рост цветоноса. Здесь он так и сделал. Вот на этом псевдоклубне так оно и есть. Очень редко процветает еще из пазух. Бывает тоже, что одна-две веточки пойдут из пазухи. Здесь он сделал мне, да, именно из пазухи, но никак я не ожидала то, что он начнет растить новый цветонос от своей первой, самой старой бульбы или псевдоклубня. Я вообще думала, что вот этот клубень у него скоро усохнет совсем и пропадет. Да, у них так происходит в природе. Растет, начинает сбрасывать листья через год, через два и усыхает, то есть отдает все новым ростом, все свои жизненные силы, все свои питательные вещества. Но никогда не видела и не слышала, чтобы он процветал с такого старого псевдоклубня. И что бы вы думали? Вот он придумал выпустить отсюда еще один цветонос. Даже не из-под листа, а где-то в серединке. Я сначала думала, что это он тоже вот как на этом, что это будет детка. Поэтому подождала какое-то время, не показывала вам. А нет. Пошел расти цветоносик. Вот такие чудеса творят мои разные орхидеи. Но это очень приятно. Все эти орхидеи я обязательно удобряю. Может быть, поэтому. А может, им просто понравилось жить в моей квартире. Ну и то, и другое меня очень радует. До новых встреч! Увидимся на канале.